Всем привет, это Руслан Шевединов и Олег Емельянов. Сегодня расскажем, кто делает себе состояние на этой ужасной войне. Днепр. Середина января. По многоквартирному дому бьет российская ракета. Из-за атаки погибло 40 человек, включая 3 маленьких детей. Еще 75 человек были ранены. Удар нанесли ракетой Х-22, которая предназначена для ударов по авианосцам. Но российские власти чаще используют ее для террора. Этой же ракетой летом прошлого года российская армия ударила по торговому центру в Кременчуге. Там погибло не менее 20 человек. Тогда же летом ракетой Х-22 ударили в жилой дом в Одесской области. Там погиб 21 человек. Разработчик ракеты – конструкторское бюро имени Березняка. Но ее некоторые детали проектировались другими предприятиями. Например, двигатель для Х-22 – это разработка завода «Союз». Их двигатели могут быть установлены в ракетах Х-59 или в крылатой ракете «Калибр». Их российские войска применяют с первого дня вторжения в Украине. И сейчас про этот «Союз» мы поговорим подробнее. «Союз» — это старый советский завод, созданный еще в 1943 году. Сейчас предприятие описывает себя и свою историю просто. На своем сайте они пишут: «Завод «Союз» ориентирован на выпуск продукции в интересах оборонно-промышленного комплекса Минобороны СССР и в дальнейшем Российской Федерации». Завод действительно занимается оборонкой по сей день. Например, разрабатывает двигатели для ракет и для военно-транспортных самолетов. Вот на форуме «Армия» обсуждается установка двигателей на Ил-112, а также использование разработок «Союза» в военной сфере в целом. Даже когда-то в тандеме с другим заводом собирались создавать движок для дальней авиации. С момента начала войны многие компании, задействованные в создании вооружения, попали под санкции. «Союз» под санкции пока не попал. Как и не попал под санкции его главный конструктор. Знакомьтесь, Мкртич Акроян. И сейчас вы поймете, как он счастлив и благодарит удачу, которая до сегодняшнего дня помогала ему санкций избегать. Потому что для него это очень важно. И вот почему. Я слушаю вас. Какие у вас вопросы? Я думаю, что Мкртич Акрович очень много. Дело в том, что у Акрояна есть дочь. 28-летняя Анна. Раньше у Анны Акроян даже была 15% доля в «Союзе». Тогда же она и числилась членом совета директоров этого предприятия. Ей тогда было всего 22 года. На хорошее место ее пристроил ее отец. Но куда важнее другое. Дочь главного конструктора, владелица огромного особняка в графстве Суррей, Великобритании. Этот особняк был куплен в 2020 году почти за 6 миллионов фунтов. Или в пересчете на рубли это около полумиллиарда рублей. Его единственная владелица – Акроян Анна. Вся семья Акрояна, он сам, жена, сын и дочь, указывали адрес этого дома в документах их действующей британской компании Benta Minerals Europe Limited. Фирма продает сырье – бентонитовую глину, которую потом применяют в строительстве, в очистке воды и добавляют в корма для животных. Из документов фирмы мы также узнаем, что главный конструктор «Союза», как и его жена, резиденты вражеской Великобритании. А во вражеской Польше у фирмы есть филиал. Ей управляет брат конструктора Арутюн. Как и основная фирма, она тоже занимается торговлей сырья. Жена Акрояна Алла Бабан и сын Андроник еще и акционеры литейно-механического завода в Балашихе, а сам Мкртич входит в совет директоров завода. Этот завод уже попал под санкции за то, что производит материалы и детали, которые используются путинской армией на войне. Например, они производят детали для боевого вертолета К-52. И вот получается, что завод «Союз», от ракет которого погибло множество людей, под санкции пока не попал. Человек, которому нужно, чтобы эта война продолжалась, он в этом заинтересован, потому что тогда он сможет продолжать вместе со своей семейкой обогащаться и припеваючи жить в своем особняке в Великобритании. Акроян, как главный конструктор завода, точно знает. Он и его компания работают на эту войну. Более того, сам Акроян активно посещает форумы «Армия», где говорит о сотрудничестве с другими военными корпорациями и заводами. А также он принимает награды из рук Сергея Шойгу. Акроян – один из разжигателей этой войны. Завод «Союз», зарубежные фирмы Акрояна и все его семейки должны быть под санкциями, а их английская недвижимость должна быть арестована. Она заработана на крови. Нет войне. Свободу Алексею Навальному.